Генерал наполеоновской армии Антуан Луи де Лассаль как-то сказал: «Если гусар к 30 годам не убит, это не гусар, а дерьмо». Сам он умер в 34, сраженный пулей безымянного венгерского гренадера. Храбрость – это слово столь заезженное в нашей культуре, что его реальный смысл почти потерян. Сегодня храбрость требуется, чтобы попросить у начальника прибавки к зарплате. Храбрый человек может дать сдачи хулигану на улице, но в нормальной повседневной жизни она, как правило, не нужна. Знать правила, умело подбирать слова, манипулировать связями и деньгами для современного человека гораздо полезнее, чем быть храбрым. Но что, если ты живешь в мире и принадлежишь к сословию, где храбрость – это главное профессиональное качество, требующееся почти ежедневно? В мире, где ты как чернокожий солдат бегаешь по дому, спасаясь от вооруженных мечами убийц, или как юноша, казненный визирем Алцаларом, узнаешь, что обречен за мгновение до смерти. Как можно жить в таком мире? Как не сойти с ума? Как сохранить самообладание и продолжать бороться до самого конца? Усама ибн Кис знал ответы на эти вопросы. Сегодня мы поговорим о храбрости и ее секретах. Так что же такое храбрость? Храбрость – это готовность и способность противостоять опасности и ее угрозе, страху. Усама вспоминает: «Однажды мы разговаривали, вспоминая сражения. Мой наставник, ученый-шейх Абу Абдаллах, внимательно слушал нас. «Учитель, — сказал я ему, — если бы ты сел на коня, надел кольчугу и шлем, взял бы в руки копье и щит и встал у площадки Аль-Аси в теснине, где проходят франки, ни один из них не решился бы пройти мимо тебя». «О нет, — ответил он, — клянусь Аллахом, они прошли бы все». «Но ведь они боялись бы тебя, не зная, кто ты, — возразил я». «Слава Аллаху, — сказал он в ответ, — но я-то сам себя знаю». «А Усама, — добавил он, — разумный человек не станет сражаться». «Ну, учитель, — воскликнул я, — ты, значит, считаешь сумасшедшими такого-то и такого-то?» Я назвал ему имена доблестных героев из наших товарищей. «О нет, я не это хотел сказать, — возразил он. Я утверждаю только, что разум отсутствует во имя сражения. Если бы ум не покидал человека, он не стал бы встречать лицом удары меча, а грудью стрелы и копья. Это ведь не может требовать разум». Усама много думал об этих словах и, наконец, понял, что не согласен с учителем. Нельзя сказать, что Усаме не был знаком азарт битвы, вытесняющий собой страх. Вы помните по нашему предыдущему разговору, как он в одиночку бросился на льва, предвкушая славу и похвалы дяди и отца. Усама так описывает ощущение человека на войне. Героем овладевает дрожь и трепет, и он меняется в лице перед тем, как выйти в сражение, потому что раздумывает о нем и рассуждает сам с собой, что ему делать и какие опасности его ожидают. Душа пугается всего этого, чувствует отвращение. Но лишь только он выйдет на бой и погрузится в его пучины, дрожь, трепет и изменения в лице проходят. Но значит ли это, что в бою воин должен забыться воинственным азартом и гнать от себя мысли, способные подорвать его решимость? Нет. Весь ужас ситуации воина состоит в том, что он не может позволить разуму покинуть себя. Действуя безрассудно, он подвергает себя еще большей опасности
и у Усамы тому немало примеров. Вот случай такого рода, пишет он. Франки один раз обложили замок Хама и разбили свои палатки на его полях. Из Шейзара вышел шайка разбойников и бродила вокруг войска франков с намерением украсть у них что-нибудь. На следующее утро один из них пошел к правителю Хама и сказал ему: «Сегодня ночью я сожгу все франкское войско». «Если ты это сделаешь, — ответил правитель, — я щедро одарю тебя». Когда наступил вечер, разбойник вышел с несколькими сообщниками. Они подожгли посевы к западу от палаток, чтобы ветер гнал пламя на франков. Ночь светилась огнем, как день. Франки увидели разбойников, устремились на них и большую часть безжалостно перебили. Спаслись только те, кто бросился в воду и переплыл на другую сторону. Вот результаты глупости и ее последствия, холодно заключает Усама. А вот и нечто противоположное этому, продолжает он. Нам случилось однажды выехать в Шейзаре на охоту. С нами был мой дядя и много воинов. На нас напал лев, выскочивший из тростниковых зарослей, куда мы вошли, охотясь за рябчиками. Один боец, Курт, которого звали Захар ад-Даула, бросился на льва. Лев приблизился к нему, и его лошадь шарахнулась и сбросила всадника. Лев кинулся на него, а он поднял ногу, лежа на земле. Лев схватил ногу в пасть, но мы поспешили к нашему товарищу, убили льва и освободили его невредимым. «О, Захар ад-Даула, — сказали мы ему, — почему ты протянул свою ногу к пасти льва?» Он ответил: «Мое тело, как вы знаете, слабо и худощаво. На мне надето только платье и плащ, и лучше всего прикрыта моя нога. На ней надеты наколенники, сандалии и высокие голенища. Я сказал себе: я отвлеку его этим от ребер, рук или головы, пока Аллах Великий не пошлет облегчения». Разум не покинул этого человека даже в таком состоянии, когда он обычно исчезает, а у тех других разума не оказалось. В минуту опасности человек нуждается в разуме больше, чем в чем-либо другом, заключает Усама. Сохранить холодную голову на войне, где ставкой для бойца является жизнь, особенно тяжело, а просчитать все варианты наперед просто невозможно. Усама вспоминает: когда мой дядя, да помилует его Аллах, посылал меня в бой с турками или франками, я говорил ему: «О, господин мой, дай мне указания, как распоряжаться, когда я встречу врага». Но дядя отвечал мне: «О, сынок, война сама распоряжается собой». Примечательно, что дядя Усамы, зная горячую кровь племянника, специально воспитывает в нем внимательность и способность сохранять трезвый ум даже в пылу сражения. «Что ты присылал мне передать? С кем ты присылал ко мне это известие?» — спрашивает он взвинченного племянника, только что вернувшегося из боя. «Вот теперь я вижу, что ты сохранил присутствие духа», — хвалит он Усаму, получив правильный ответ. Но раз забыться боевым азартом нельзя, и обо всех напастях необходимо постоянно думать, то чем сдержать страх? Слово Усаме. Что касается безрассудства, смелости, то оно происходит не от презрения к жизни. Причина его лишь в том, что когда человек, известный своей храбростью и прославленный доблестью, вступает в сражение, то честолюбие заставляет его действовать соответственно своей славе, а все остальное становится неважным. Однако душа его боится смерти и опасности, и страх едва не берет над ним верх, и едва не удерживает ее от того, что он хочет сделать, пока человек не переселит душу и не побудит ее к тому, что ей неприятно. Им овладевает из-за этого дрожь, и он меняется в лице, но когда он вступает в бой, то подавляет страх,
и его волнение проходит. Иными словами, воин больше смерти боится потерять уважение товарища и господина. И чем выше о нем было мнение окружающих, чем громче была его слава, тем больнее ее потерять и покрыть себя позором. Желание смыть с себя позор становится столь нестерпимо жгучим, что толкает воинов на самоубийственные авантюры, призванные доказать окружающим только одно – «Я не трус». Так не находят себе места обращенные в бегство французским рыцарям 4 шейзарских фариса. Усама пишет: «Они покрыли себя позором, их упрекали, бранили и презирали. 4 всадников, говорили им, обратил в бегство 1 рыцарь. Вы рассеялись перед ним, когда он ударил одного из вас, а 3 остальных могли бы его убить. Вы же покрыли себя позором. Сильнее всех на них нападал Джума Нумерид. Это бегство как бы сделало их сердца другими, чем прежде, и придало им такую доблесть, о которой они сами даже и не мечтали. Они пришли в ярость, отправились в бой, сражались и прославились в войне, и стали после этого бегства знаменитыми героями. Этот страх позора тем сильнее, чем ближе связи между бойцами. Подвергаясь вместе опасности, спасая друг друга, деля славу и позор на полях сражений, воины сливались в единое братство, в котором и существовали. Пусть и урывками Усама описывает отношения между ними. Так, например, чернокожий силач Али ибн Фарадж заманивает товарищей к себе домой на угощение. Когда все собрались за столом, он садится при входе, чтобы никто не мог выйти, и со смехом признается, что ему нечем их угостить. Но если каждый из присутствующих пошлет свою слугу домой за снедью, они могут отлично провести вечер. Именно так все и происходит, и уважение соратников к Али только растет. Не менее важны отношения с господином. В отличие от католической Европы, сословные границы между господином и слугой были не столь велики на Востоке. С другой стороны, среди воинов, описываемых Усамой, немало рабов-мамлюков, и в этом случае их положение, конечно, существенно ниже, чем у свободных людей. Для них героизм на поле боя – это способ заявить о себе, добиться изменения статуса, если не формального, то хотя бы неформального. Усама описывает подобные случаи. Так, например, Курт по имени Фарис яростно сражается за дядю Усаму в первых рядах. Он был ранен несколько раз, но не переставал сражаться и получал все новые раны, пока не был ими усеян, пишет Усама. «Вы сделали мне много добра и благодеяний, и я никогда не видел вас в такой опасности, как сегодня», говорит Фарис дяде Усамы после боя. «Я сказал себе, буду сражаться впереди вас, чтобы отблагодарить вас за ваше благодеяние, и буду убит прямо перед вами». Не нужно объяснять, что после подобного статус отличившихся невольников был уже совсем другим. Так, например, каждый раз, когда неугомонный невольник отца Усамы Якут Длинный совершал проступки, дядя Усамы останавливал брата, говоря: «Заклинаю тебя жизнью, отпусти ради меня его вину. Не забывай о том ударе». Большую роль в этом мужском коллективе играет и соперничество, которое зачастую приводит к печальным последствиям. Так, например, курды Камиль Аль-Маштуб и Хасанун соперничают настолько яростно, что Хасанун не может дождаться, когда слуга доставит ему коня и кольчугу, ведь в это самое время его соперник уже сражается у всех на виду. Слуга запоздал, пишет Усама, и Хасануна стали волновать удары копьем Камиль Аль-Маштуба. Наконец он сказал моему отцу: «О, господин, прикажи дать мне хотя бы легкие доспехи». «Вот стоят мулы, нагруженные оружием», — отвечал отец. «Что тебе годится, то и надень». Я стоял в то время сзади отца. Я был еще мальчиком и впервые в тот день видел сражение.
Хасанун осмотрел кольчуги, уложенные в кожаные мешки, нагруженные на мулов, но ни одна не подходила ему, а он горел желанием войти в бой и действовать так же, как Камиль. На своей кляче он двинулся вперед, не надев доспехов. Один франкский рыцарь преградил ему дорогу и ударил его лошадь по крупу. Она, закусив узду, умчала Хасануна в самую середину франкского лагеря. Франки схватили его в плен и подвергли разнообразным мучениям. Соперничество идет и с врагами. Так постоянно ищут встречи на поле боя мусульманский фарис Джумма и франкский рыцарь Бадрхава. «С вами ли Джумма?» — кричит Франк, горцуя перед строем мусульман, и, раздосадованный его отсутствием, вымещает злобу на менее достойных соперников. Опыт на поле боя постоянно притупляет страх, делая его привычным и контролируемым. Так бесстрашный Изз-ад-Дин, прославившийся сокрушительными ударами копья, при этом ужасно боится мышей, чем изрядно веселит своих воинов. Другой фарис, доблестный Сандук, не выносит вида змей и зовет жену, чтобы она избавила дом от одной из них. Привыкшие к страху на полях сражений, эти люди по-прежнему боятся мелких животных. Таким образом, мусульманский рыцарь Фарис эпохи крестовых походов связан долгом чести перед господином и соратниками. Он пользуется престижем и уважением, получая содержание и возможность быстро разбогатеть на войне, но ценой этого служит постоянный риск и страх потери лица. Непредсказуемость войны обращается этими людьми в свою пользу. Страх превращается ими в веру в судьбу, которой не избежать. Так отец Усамы, составив перед боем свой гороскоп, проявляет абсолютную невозмутимость перед лицом опасности, уверенный в том, что надежно защищен судьбой. Пусть не вздумают предполагать, пишет Усама, что смерть можно приблизить, подвергая себя опасности, или отдалить, усиленной осторожностью. В моей долгой жизни самое яркое назидание. Сколько я встретил ужасов, сколько я устремлялся в страшные места и подвергался опасностям, сражался с всадниками, убивал львов, рубил мечами, ударял копьями, носил раны стрелами и луками. И все-таки я был защищен от рока надежной крепостью, так что достиг 90 лет и смотрел на свое здоровье и долголетие, как говорил пророк, довольно и такой болезни, как здоровье. Здесь мы выходим на еще один важный вопрос. Если не война, то что может заменить ее для этих людей? Ради чего юношам, наслаждающимся богатством, уважением, престижем и адреналином, пытаться сохранить свою жизнь, отказываясь от риска? Что ждет в старости того, кто предпочел славе безопасность и самосохранение? На склоне лет Усама с горечью пишет: «За моим спасением от этих ужасов последовало нечто более тягостное, чем смерть в сражении. Гибель во главе войска приятнее, чем тяготы жизни. Благодаря долгой жизни дни потребовали от меня обратно все разнообразные удовольствия и наслаждения, а тяжелая нужда замутила безоблачное счастье жизни. Бессилие от преклонных лет сделало меня слишком слабым для службы султанам. Я покинул пороги их дверей и отделил свои судьбы от их судеб. Я уволился от служения им и возвратил им то, что они мне пожаловали здоров, так как я знал, что бессильная старость не в состоянии исполнять обязанности службы, и промысел со старым стариком не приносит выгоды и миру. Я перестал выходить из дома и сделал безвестность своим покровом. Остаться старым и немощным, вне круга боевых товарищей, утратив славу и ощущение собственной значимости – страшная судьба для людей, подобных Усаме. И когда он говорит, что сожалеет, что не пал на полях сражений, это вовсе не позерство.
а вполне искренние чувства старика. 30-летний гусар действительно чувствует себя дерьмом, и генерал Лассаль в своем изречении во многом говорил о себе. Разрушитель людей. Невоспетый герой средневекового Каира.